Ребятушки, всем огромный турецкий солнечный привет. Настал тот день, сейчас расскажу, что случилось. Все писали, что у нас очень классный вид на горы, что у нас очень классное место, классное сите. И вот настал тот день, когда здесь появилась квартира. Сейчас я вам ее покажу, сейчас покажу вам наше сите. Давайте начнем с сите, да, немножко. Вот это наш бассейн огромный, который в мае начнет наполняться, да, сейчас будет тепло уже очень. И, естественно, водичка быстро нагревается. Смотрите, большой бассейн. Здесь будет все в шезлонгах, да, расставлено. И здесь бассейн для деток. Мне многие писали: Женя, есть ли у вас квартира, в вашем сите? И их не было, да, и вот одна появилась, но она сейчас очень быстро уйдет. Поэтому, если кто реально, кому нравится, кто смотрел все эти видео, кто готов, пишите мне не в комментариях здесь, а пишите сразу, под видео будут ссылки на ВК, ВКонтакте или Инстаграм. Сразу в личку мне пишите, там, звоните туда, не знаю, попытайтесь прямо. Но я сейчас мониторю, я смотрю, все отслеживаю. Вот, и я с вами обсужу все как бы моменты, тонкости. Ну, я думаю, вы так все видели здесь. Все понятно. Дальше пойдем, покажу вам. Здесь у нас есть надземная парковка для машин, такая вот большая, для велосипедов. И также есть подземная парковка. Здесь вот можно так вот спуститься и попасть в нее. Ну, либо с улицы прям заехать, прям под шлагбаум, кнопочку нажали, заехали. Вот так вот въезд. И здесь вот подземный паркинг. Вот так вот можно машину, мотоцикл поставить и даже велосипед. Вот у нас велосипедная парковочка здесь. У нас тут также есть баня и там хамам большой, но решили как бы обществом, что пока не эксплуатируем. Ну, соответственно, может быть другое собрание, примут все решения совместно, коллективно, что будут эксплуатировать. Ну, пока вот так вот. Вот так вот на въезд на паркинг на подземный и на наземный паркинг. И вот здесь у нас пункт охраны, все контролируется. И объект у нас здесь под камерами. Ну, объект может быть либо вы, либо ваша машина под камерой, а так все сите под камерами. Здесь у нас тренажерный зал, ключик на охране берется, открывается и занимаетесь. Вот так вот вам отсюда покажу. Видите, там тренажеры, беговая дорожка. Ну, я как-то в одном видео снимал, показывал, что там есть. Пойду вам покажу лучше квартиру. И вот территория наша, да, вот так вот все красиво. Вечером подсветочка работает. У нас здесь 1, 2, 3 дома в этом сите. Пальмы, пихты, облепихты, все у нас здесь есть. Детская площадка из одного, да, такой обзор нашего комплекса. То все просили, я так обычно частями показывал всегда. Но сейчас вот так вот в одном видео прямо все покажу. Здесь у нас сад, видите, уже все зацвело. Это у нас гранаты, вот это прям большой сад. Все это будет гранаты, прям плодоносит, все тут много гранат будет. Бери, ешь, не хочу, жми соки. Вино можно даже гранатовое делать. Здесь у нас оливки. И сегодня у нас, видите, праздник. Там у нас день рождения сегодня у деток. Огромный стол. И там у нас гриль-зона, мангальчик. Ну, это очень классно. Можно любые мероприятия проводить. Мы сами тут собираемся, шашлычки жарим. Все очень здорово, весело. Электричество есть, вода. И что еще? И хорошее настроение. Видите, какая зона? Это все сад наш. То есть большой обычно. Это большая редкость, чтобы было такое пространство зеленое, да, и вот у нас, да, детская площадка, горки здесь, качели, вот все в камерах, везде, и тут, и там, и на парковке. Ну и, конечно же, прекрасный вид на горы. Может, приложу вам сюда фото, как это все ночью выглядит. Здесь так луна светит, звезды, видно, очень красиво и днем, и ночью. Так, смотрите, по удаленности здесь 2,5 километра до моря. Пешком 25-30 минут спокойным шагом. На велосипеде 10 минут. Я в среднем еду с детками, с какими-то улочками такими спокойными. Может быть, чуть побольше, там 12-15. На машине вышли, вот здесь вот есть кнопка, прям нажали кнопку или позвонили, телефончик записали. Подъезжает такси, все, и по счетчику садитесь, едете 3-5 минут до моря по прямой, потому что получается здесь дорога. Вот и все, и вы на месте купаетесь, загораете, отдыхаете. Так, ну давайте отправимся в квартиру. У нас это 3-й этаж русский, 2-й турецкий. Видите, застекленный балкон. А там у нас южная сторона, да, то есть солнце вот так вот встает оттуда и вот так вот проходит. Опа, то есть получается у вас здесь будет солнышко утром и днем. Вот сейчас у нас, смотрите, 13:55, то есть солнышко уже сильно не светит туда. То есть вот уже вот так вот туда ушло, скажем так. И получается не будет жарко летом. Это очень-очень большой плюс, потому что если вот так вот южная сторона полностью, то жарковато будет и придется кондей чаще гонять. При входе есть домофон, видеодомофон, можно прям позвонить,
квартиру и пообщаться по видеосвязи. Лестница, можно по лестнице подниматься. Видите, свет включается автоматически. Когда заходишь, датчик срабатывает, смотрите, оп, и включается лифт. Давайте я вам покажу лифт. Все здесь чистое, новое, современное. То есть видите, какой здесь ремонт. Лифт тоже чистенький, новенький. Смотрите, как все хорошо. У нас второй турецкий получается. По 4 квартиры на одном этаже. Так, видите, свет включился автоматически. Так, ну что, заходим. Давайте я вам покажу. Так, здесь 2+1, площадь у нас 100 квадратных метров. Смотрите, слева здесь шкаф, вот такой встроенный. Этот шкаф остается. У нас точно такой же, да, вместительный шкаф. Много-много створок, там полки. Туда у нас, давайте оттуда начнем, да, пойдем. Здесь у нас кухня-гостиная, да, смотрите, слева у нас кухонная зона, да, вот так вот стол. Есть такой дизайн сделан, потолок вот такой красивый. У нас не так, у нас немножечко по-другому. И здесь, смотрите, кладовая. Можно хранить вещи. Стиралочку здесь поставить. И смотрите, как классно здесь с полками сделано. У нас вот таких полок нету, мы тоже хотим сделать. Свет, видите, тоже включается автоматически. Когда ты заходишь, очень классно сделано. У нас на выключателе. Так, смотрите, давайте вот так вот вам раз подробненько. И вот сюда выходим. Здесь у нас балкон. Первый. Да, здесь на этом балконе кондиционеры, так же как и у нас. И наш всеми любимый вид на горы, потрясающий, да. Смотрите, как красиво площадку детскую видно. Здесь сразу скажу, есть такие выходы. Сюда можно поставить котел электрический. И это у нас разводка идет батареи по всей квартире. То есть можно сделать, чтобы было отопление батареями, но на электричестве. Газа у нас в доме здесь нет. Но он как бы подведен. Мы все решили, что он не нужен, потому что, ну, нецелесообразно. Так, давайте вот так вот вам еще покажу и пойдем вот так вот дальше. Вот это все остается, вот этот гарнитур. Бытовая техника, стиралка забирается, духовой шкаф остается, но другой будет тот, который был здесь от застройщика. Плита остается и вытяжка. Вот, все остальное как бы это хозяев. Ну, так везде при застройке в Турции. Но если хотите, можно будет договориться за доп. Цену и оставить. Мебель тоже всю забирают, но за доп. Цену как бы можно договориться и купить эту мебель и оставить ее здесь. Вот это у нас гостиная. Смотрите, когда просторно. Вот, диваны такие стоят. И здесь стол. Еще один, да. То есть можно там кушать, трапезничать. Можно сделать барную стойку, как у нас. Вот, но это все уже по желанию. Давайте я вам вот так вот просто покажу, чтобы вы понимали по объему, по расположению. Здесь у нас балкон. Большой, основной, такой же, как у нас. Здесь он, смотрите, застеклен. То есть я тоже хочу застеклить, потому что это очень классно. Ты можешь вот эти створки полностью открыть, и у тебя вот так вот. Здесь будет 5 таких створок, и с другой стороны 5 створок, и будет полностью открыто. То есть очень классный вид остекления здесь в Турции. Я тоже хочу так сделать. И отсюда, смотрите, тоже вот это все открыли. И вот так у вас потрясающий вид тоже на горы. Такая вот красота, внизу дорожки видно все вот так вот. И давайте вот в эту сторону еще посмотрим. И здесь еще вид на бассейн. Вид, который я тоже обожаю. Я обожаю вид на горы, на море и на бассейн. То есть у вас здесь получается и бассейн, и горы будет видно. Очень здорово. Народ здесь не так много, потому что, я сказал, всего 3 дома. Вот поэтому здесь не будет шума гамма. А должно быть очень, очень красиво. Вышел, посмотрел на воду. Так, давайте выходим и идем дальше посмотрим. Вы вот так вот пока вот разглядывайте. Я плавно постараюсь пройти, чтобы вы увидели квартиру и сформировали себе понимание этой квартиры. Вот кошка здесь ходит. Так, вот он наш коридор, где мы заходили. Вот оттуда заходили. Так, и теперь налево идем. Вот это у нас первая комната. У нас такая же. Ну, естественно, мебель не будет. Или можете потом свою поставить, любую. У нас здесь стоит двухэтажная кровать, стол. Вот, то есть, если с детками, то двоих вот можно... Ну, можно и по-другому сделать. У нас был откидывающий шкаф, кто видел. Есть разные варианты. Вот так вот. Давайте вот сюда дойдем, и я вам с этой стороны покажу. Но сейчас видите, как стоит. То есть люди сейчас переезжают уже. То есть холодильник уже что-то там укомплектовали, шкаф большой. То есть, естественно, когда будет пустая квартира, она будет пообъемнее выглядеть. Так, проходим дальше. И это у нас спальня. Уже большая комната получается. Здесь тоже шкаф вот этот забирается. Но по договоренности может тоже оставить. Естественно, шкаф глубокий. И будет у вас здесь больше площадь. Вот. Расположение, кровать тоже можно по-другому поставить. У нас вот так стоит или вот так. Я уже не помню, здесь немножко другое расположение, зеркальная комната. И смотрите, вот так вот подсветка, да, разных цветов. У нас тоже так сделано, светодиодная.
Так, и смотрите, здесь у нас, да, вот еще кондиционеры. Здесь есть кондиционер, как бы хозяева тоже сами ставили. То есть за доп. Плату можно будет оставить. Здесь у нас дверь, это второй вход в ванну. У нас тоже так сделано. И вот у нас, собственно говоря, ванная. Можно из коридора попасть, можно из комнаты попасть. Раковина. Да, смотрите, как все красиво сделано. Подсветочка, туалет навесной и душевая кабина. Вот она стоит. Вот так вот. Ну и там вытяжка и шкафчик еще один стоит. Давайте вот так вот вам еще немножечко обзорненько, чтобы вы понимали. Площадь, как я уже сказал, 100 квадратных метров, 2 плюс 1, то есть это две комнаты, если кто не знает, вот раз комнаты 2, которые я показал, и кухня, гостиная. Но здесь видите, какая большая площадь, по желанию вообще на самом деле можно отделить вот эту комнату, да, сделать себе комнату с балконом, то есть очень тоже приличное будет пространство. Не знаю, здесь еще комната, то есть некоторые люди не любят большие площади, а любят маленькие комнатушки, то есть здесь еще, в принципе, две комнаты можно сделать, да, и оставить себе просто кухню. То есть можно 4-комнатную квартиру сделать по нашим русским стандартам, да. В общем, здесь все по желанию. Так, ну и вот он, видеодомофон. Да, вот так камеру включили, посмотрели, кто вам звонит. Ну и поговорить можно, естественно. Да, давайте я вам покажу. Вот видите, в каждой комнате сделан уже вывод под батареи. Вот так вот аккуратненько сделан, цвет подкрашен. Это в каждой комнате, то есть если вы ставите там бойлер себе на балкон, да, и все, разводка уже есть. То есть только заправили водой там или еще какой-нибудь жидкостью, и все, и греетесь уже вот так. Но мы греемся кондиционерами, нам как бы так хватает. Вот, то есть можно кондиционером как нагревать, так и охлаждать. Так, ну что, как вам квартира? По текущему курсу, да, это примерно где-то 159 тысяч евро на данный момент. Очень, конечно, здесь классно у нас. Мне это местечко очень нравится. Я много где был, много чего смотрел и вам много чего показывал. Здесь, знаете, прям очень уютно, да, и получается, и все-таки инфраструктура вся рядом, и горы, и пихты, авлепихты, вся красота. Просыпаешься, конечно, видишь такой красивый вид. Это очень-очень заряжает, всегда просыпаешься и даже хочется с утра сразу куда-то двигаться, делать какую-то зарядку, то есть, ну, реально заряжаешься энергией. Да, если вдруг кто не смотрел мои предыдущие видео, это у нас Турция, Анталия, Кони-Алты и райончик Хурма называется. Все, друзья, вот такое вот видео, вот такая квартира, да, как меня просили, если что-то появится, срочно всем сообщить. Я вам сообщаю, делюсь прямо из первых уст этой квартиры. Все, огромное вам всем удачи и пока.